Всем привет! В этом видео мы продолжим серию макетов в масштабе 1 к 220. В этот раз сделаем макет пятиэтажки, хрущевки. Первую диораму с детским садом вы можете посмотреть на канале и по подсказке. Начнем как всегда с самого здания. Открываем коробку. Там все как обычно. Инструкция, детали и основания, которые мы снова будем использовать для определения примерных размеров макета. Начнем с подготовки стен. Кстати, сама умная бумага у себя в группе ВК писали, что модель получилась не совсем удачная. Это мы и проверим по ходу сборки. А еще к этому посту они приложили модельки машинок для печати, которые нам пригодятся. Так как торцы картона серые, подкрашиваю их акриловыми маркерами в подходящие цвета. Далее начинаю приклеивать стекла окна. Для того, чтобы их выровнять, использую маленький зажим. И здесь же хочу обратить внимание на качество печати на окнах, потому что принты на них уходит такой слегка зеленый оттенок. Аналогичным образом подготавливаю все остальные стены. Затем беру черную изоленту для того, чтобы затенить часть окон, ибо не все они горят вечером, и это придаст определенного реализма диораме. Теперь переходим ко второй части, а именно освещению дома. В этот раз, в отличие от предыдущих видео, я решил спаять свою систему освещения, а не использовать гирлянду. Мне показалось, что это даст возможность лучше спозиционировать светодиоды, но в итоге результат получился не намного лучше. Во многом меня на это подтолкнул новый паяльник. Я давно хотел попробовать USB-паяльники, которые могут работать от обычного блока питания телефона, в моем случае от 20 Вт. И в целом вообще это новый опыт пайки, когда паяльник разогревается за плюс-минус 20 секунд и при этом постоянно поддерживает температуру, припой не испаряется, в общем классное устройство. В конечном итоге получилось вот такое безобразие из проводов. Макаронный монстр бы одобрил. Вот сравнение с детским садиком из прошлого видео. По-моему, выглядит все-таки чуть интереснее. Особенно мне нравится получившееся за счет небольших рассеивателей и температура света. Выглядит определенно атмосферно. Дособираем все остальное, балконы и крышу. Кстати, у этой серии домов были балконы в каждой квартире. По итогу могу сказать, что выглядит пятиэтажка очень неплохо. Несмотря на небольшие проблемы со сборкой, особенно на последних этапах, сама конструкция грамотная и старается нигде не выдавать свою картонность. Третий этап – диорама. Я решил начать с деревьев. Для них я взял тонкую проволоку, клей, краски и вот такой вот, назовем его, модельный мох. За кадром я сделал одно дерево, а нам нужно их 5. Сначала скручиваю проволоку в ствол дерева и делаю ему ветки. Затем обмазываю его клеем. Я использую клей, который полимеризуется после высыхания, потому что на него потом хорошо ляжет краска. Крашу ствол дерева и ветки в коричневый цвет. Снова наношу клей и формирую крону дерева, подклеивая кусочки мха с разных сторон, и сверху, и снизу, чтобы сформировать общую такую круглую форму кроны дерева. А пока клей на дереве сохнет, вы можете перейти в мой телеграм-канал, там я иногда пощу что-то интересное из мира моделизма и не только. Дополнительно я располагаю на печать те машинки из группы ВК и печатаю их на фотополимерном 3D принтере.
Начинаю делать подмакетник. Для этого беру плотный переплетный картон и вырезаю его по размерам основания из набора, но чуть шире. Склеиваю все части подмакетника между собой термоклеем, потому что, как по мне, это самый быстрый и удобный способ склеить картон. Затем я намечаю примерное положение дома на макете и обвожу его, при этом прорисовываю выходы из подъезда и газоны. После этого я нашел пару фотографий домов этой серии, чтобы было на что опираться. Для выходов из подъезда и асфальта вокруг дома я вырезал из тонкого картона полоски, чтобы их приподнять, как это зачастую сделано у реальных домов. Приступаю к нанесению асфальта. Для этого беру вот такую вот текстурную пасту асфальта и слегка разбавляя ее водой, тонким слоем наношу на макет с помощью шпателя и чуть-чуть помогаю руками. После высыхания беру серую краску и пигменты и состариваю получившийся асфальт. Места, где будет газон, прокрашиваю в коричневый, чтобы через него не просвечивал серый картон. Беру несколько цветов травы, замешиваю их в локаторе и высаживаю газон. Следующим этапом делаю бордюры. Для этого беру тонкий картон и режу его на полоски. Пропитываю клеем, чтобы картон не расслаивался, и крашу в серый. Разрезаю на маленькие бордюрчики и клею их на макет. Добавляю маленькие кустики на макет. И теперь наконец-то можно приклеить дом. Подкрашиваю часть газона в коричневый цвет, потому что газон не всегда бывает идеальным. И высаживаю деревья, предварительно сделав отверстие шилом в макете. Вместе с машинками я поставил на печать еще и скамейки, которые уже смоделировал сам. Крашу их под цвет дерева и приклеиваю на макет. Теперь остается покрасить только две машинки. Это ГАЗ-21 в голубом цвете и ВАЗ-2101 копейка в красном. Приклеиваю их. И вот такая вот диорама получилась. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых видео.